Здравствуйте, дорогие друзья! Рад снова приветствовать вас на своем канале. Сегодня будем готовить потрясающее блюдо. Блюдо рыбное. Вот я вам его представляю. Вот такая вот красотулька. Фаршированная щука по-царски. Хотите узнать как? Смотрите видео до конца. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Буду очень благодарен за спонсорскую помощь. Итак, приступим. Итак, друзья, для приготовления фаршированной щуки, соответственно, нам нужна непосредственно щучка сама. Ну, здесь где-то кило 200, вот приблизительно такой вес. Значит, жабры мы удалили, соответственно, щучку мы почистили. Особое внимание обращаем на то, что кожа не повреждена рыбья. Также нам нужно будет для фарша лук. Ну, лук берется приблизительно сколько мяса, столько лука. Замоченный в молоке хлеб, батон, одно яичко, ну, соответственно, приправы, смесь перцев, ну и соль по вкусу. Итак, что для начала мы делаем? Во-первых, нам требуется где-то, скажем, 2/3 лука. Мы порежем и обжарим. А одну часть используем в сыром виде. То есть лук нарезаем произвольно. И будем его обжаривать. Можно использовать морковь также в фарш. Ну, я морковь не очень люблю. Поэтому морковь я сюда не использую. Все прям нарезаем. И сейчас отправляем это все жарить. Ну и так, друзья, вот лук мы обжарили. Ну, прям, скажем так, до прозрачности, до коричневой корочки. Немножечко вот вот так вот спассеровали его. На этом достаточно. Выключаем, оставляем его чуть подостыть. Теперь займемся со щучкой. Вот здесь вот за плавничками делаем надрез. Делаем аккуратно надрез до хребта. Вот почувствовали хребет. Оп, аккуратненько его перерезали, так, чтобы голова осталась на коже. Так вот вытащили. Аккуратненько голову отвернули. Тут у нас внутренности. Внутренности мы тоже аккуратненько достаем. Все. С этим разобрались. Теперь аккуратненько ножом, маленьким остреньким ножом, делаем надрез. Прям буквально, чтобы только палец проходил. И пальчиком аккуратненько начинаем шкуру отделять от мяса. Вот это вот самый, конечно, кропотливый процесс. И вот так вот аккуратненько, аккуратненько снимаем и отворачиваем головушку. Все это отделяем мясо от кожи. Ну, в общем, чулочком снимаем. Вот здесь вот уже лучше пошло. Не бойтесь повредить кожу. Она очень крепкая. Так, вот дошли мы до плавников. Вот здесь вот тоже надо быть аккуратным. Прям ножницами подрезаем эти плавнички. Самое главное не повредить кожу. И поехали дальше снимать. Подрезали и снимаем дальше. Так, дошли до спинного плавника. Вот здесь вот спинной плавник. Тоже так же аккуратно
его подстригаем и выворачиваем. Вот он, спокойненько. Все, плавник вышел. Дошли до нижнего плавника. Тоже аккуратненько его подрезаем. Ну, собственно, все, шкура у нас снята. Здесь дальше хвостик. Отрезаем. Срезаем аккуратно филе. Как будем срезать, абсолютно все равно. Потому что это все пойдет через мясорубку. Вырезаем большой хвост, этот хребет. Так, это готово. Сразу режем на небольшие кусочки, чтобы удобно было в мясорубку отправлять. С другой стороны таким же образом. Так, все, шкура у нас готова. Все, мы ободрали ложечкой хребет в том числе, чистенький. Продолжаем дальше заниматься фаршем. Что нам пригодится? Значит, вот это вот уже фарш готов. Лук для мясорубки тоже нарезали. Все. Сейчас провертываем, добавляем яйцо, добавляем хлеб и вперед. Итак, фарш сейчас проворачиваем пару раз, пока его на самой мелкой решеточке пропустим, потому что здесь кости как бы. И потом остальные все ингредиенты еще раз провернем. Итак, фарш уже пропустили. Теперь хлеб отжали, батончик, что у нас замочен был, и свежий лук. Еще раз пропускаем это все вместе. Также в фарш мы добавляем обжаренный лук. Он у нас остыл. Добавляем. Все, и продолжаем перемалывать. Мололи. Теперь пришла пора хлеба. Этим хлебом как бы мы все вот подчистим, все, что останется. Сейчас там мясо какое-то осталось в мясорубке, лук. И хлебом это все вычистим. Все, фарш готов. Добавляем к фаршу яйцо. Добавляем смесь перцев. Ну, не сильно много, конечно, надо, чтобы не было острое. Она вообще, по идее, нежная рыба. Солим. Все это делается по вкусу. Тщательно вымешиваем фарш до однородной массы. В принципе, можно использовать и миксер. Ну, это на ваше усмотрение. Фаршик у нас готов. Ложечкой начинаем наполнять щуку фаршем. Аккуратно, понемногу. Вот таким вот образом. Где-то, конечно, немножко будет вываливаться, но это не беда. Ну, вот, немножечко положили и продвинули сразу туда, в самый конец. Вот таким образом наполняем. Так, щучку мы нафаршировали. Шикарная получилась. Много не надо сюда класть, чтобы не порвалась шкурка. Часть в голову положили, часть сюда. Запекать будем на противне в рукаве для запекания. Итак, что для начала? Для начала наливаем воды в масло и вот так вот весь рукавчик хорошенько протираем. Теперь очень аккуратно, тут вот шкурку немножко на голову натянули. Так, вот такая вот у нас получилась рыбешка. Сразу придаем ей форму. Теперь рыбку тоже чуть-чуть маслицем польем. Также чуть-чуть ее
намажем и заворачиваем в рукав. Вот. Краешки заматываем, завязываем веревочкой. Ну, все как это обычно делается. Здесь тоже все это аккуратненько забираем. Лишнее можно немного удалить, чтобы оно тут нигде у нас не провисало. Все. Рыбка готова к запеканию. Запекаем при температуре 180 градусов. Ну, в течение часа. Ну, будем следить, время от времени смотреть. Духовка готова. Разогретая при 180 градусах. Режим конвекция. Все, ожидаем готовности. Ну вот, друзья, что у нас получилось. Это уже на следующий день я снимаю. Рыбка остыла, затвердела. Вот такая вот красота получилась. Красота. Фаршированная рыбка по-царски. Из остатков фарша вот как раз котлетки мы сделали. Вот шикарные нежные котлетки. Одну котлеточку я продегустирую, так аккуратненько, чтобы никто не видел. Ну а основное блюдо, естественно, пойдет на стол. Котлетка изумительная. Соответственно, фарш в щуке то же самое. Ну, будет обалденно. С лимончиком. Очень вкусно. Ну вот, кому понравилось мое видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду рад спонсорской помощи. Итак, до новых встреч!